Лиссабон никогда по-настоящему не спит. Но в тот день, когда 7 южнокорейских мужчин ступили на землю аэропорта Умберто Дельгадо, город словно проснулся по-другому. Не от звона желтых трамваев, пересекающих Алфаму, и не от атлантического бриза, обычно дующего вдоль реки Тагус, а от ликования тысяч голосов, с глубокой любовью называвших одно имя – BTS. И среди этих 7 имен одна фигура вновь стала центром притяжения мира – Ким Тэ Хён. Приезд BTS в Португалию, а именно в Лиссабон, был больше, чем просто визит международных артистов, встреченных фанатами. Это было культурное событие, момент, показавший, как музыка, образ и эмоциональное воздействие могут преодолевать границы языка, географии и политики. С раннего утра аэропорт был уже полон фанатов со всей Португалии и даже из других европейских стран. Они несли светящиеся палочки ARMY, баннеры на корейском, португальском и английском языках и плакаты с нежной улыбкой Тэ Хёна. Не было хаоса, не было излишней суматохи, только коллективная радость, упорядоченное и полное уважение. Когда появился Тэ Хён в простом темном пальто со спокойным выражением лица, ставшим его визитной карточкой, атмосфера мгновенно изменилась. Раздались ликующие возгласы, потекли слезы, и многие на мгновение замолчали, словно не веря, что фигура, которую они долго видели на экранах, теперь стоит всего в нескольких метрах от них. Тэ Хён не бежал и не торопился. Он шел медленно, слегка склонив голову в знак приветствия. И еще раз миру напомнили, что влияние не всегда исходит от грандиозных жестов. Иногда оно исходит от одного взгляда и неизменного поведения. BTS приехали в Португалию с программой, которая не была широко разрекламирована заранее. Не было грандиозной пресс-конференции по случаю открытия, не было сверкающей красной дорожки. И все же именно это сделало их присутствие еще более мощным. Португальские и международные СМИ быстро заполнили первые полосы своих газет фотографиями BTS в Лиссабоне. Заголовки говорили не о сплетнях или спорах, а о корейской культурной волне и феномене BTS, объединяющем молодое поколение Европы. Многих удивил официальный прием, оказанный португальским правительством. Вскоре после прибытия BTS должны были присутствовать на почетной встрече, на которой лично присутствовали президент Португалии и министры искусств и культуры. Встреча прошла в теплой и непринужденной атмосфере, далекой от чопорности официальной дипломатии. Улыбки, смех и легкие беседы наполнили зал, демонстрируя, как музыка и культура могут смягчить государственные формальности. В своем выступлении президент Португалии открыто выразил признательность BTS, назвав группу символом нового глобального поколения, которое общается посредством эмпатии, творчества и человеческих ценностей. Он особо выделил Ким Тэ Хёна как фигуру с необычайной межкультурной привлекательностью, не только как певца или исполнителя, но и как публичного деятеля, который передает спокойствие, эстетическую чувствительность и мощное эмоциональное послание. Министр искусств и культуры Португалии также подчеркнул, что присутствие BTS в Лиссабоне – это не просто развлекательный момент, а часть глобального культурного диалога. Он отметил, что искусство больше не движется в одном направлении. В эту эпоху влияние может распространяться из Сеула в Лиссабон, от одной песни к миллионам сердец. И BTS, с Ким Тэ Хёном в качестве одного из самых знаковых лиц группы, находится в центре этого потока. Реакция португальских фанатов отражала те же чувства. По всему Лиссабону, от площади Коммерсио до Байру-Алту, фанаты BTS собирались, пели вместе и делились историями о том, как музыка BTS поддерживала их в трудные времена. Многие описывали Тэ Хёна как успокаивающего человека, который помогал им чувствовать себя понятыми, несмотря на совершенно иную культурную среду. Это своего рода сила, которую трудно измерить цифрами продаж или статистикой в социальных сетях, но которая, несомненно, реальна на местах. Корейские развлекательные СМИ быстро подхватили этот момент как наглядное доказательство постоянно растущего глобального влияния BTS. Статья за статьей изображали Лиссабон, превратившийся в море фиолетового, европейский город, приветствующий поп-звезд не как иностранных гостей, а как часть своей собственной истории. Фотографии улыбающегося Тэ Хёна, которого тепло приветствовали португальские чиновники, широко распространились и вновь вызвали глобальные дискуссии.
что сделало эту историю еще более захватывающей, так это то, как BTS, особенно Тэхён, сохранили свою скромность на фоне такого необычайного приема. Не было никаких громких заявлений, никаких преувеличенных утверждений. Они говорили о благодарности, об искусстве как мосте и о важности взаимопонимания. В мире развлечений, часто перенасыщенном сенсациями, это отношение стало определяющим отличием, еще больше укрепившим их имидж. Для многих культурных обозревателей приезд BTS в Португалию ознаменовал новую главу в отношениях между К-поп и Южной Европой. Если раньше внимание было сосредоточено на Соединенных Штатах или странах Азии, то теперь Португалия стала свидетелем того, как южнокорейское влияние органично и эмоционально пронизывает культурный ландшафт Европы. И в центре всего этого Ким Тэхён стал символом мягкой силы, которой трудно найти равных. Не будет преувеличением сказать, что Тэхён и BTS вышли за рамки определения музыкальной группы. Они – социальный феномен. Они – повествование. Они – доказательство того, что музыка может стать универсальным языком, достигающим самых глубоких уровней человечества. Теплый прием португальских фанатов и официальное признание со стороны национальных лидеров – это лишь внешнее проявление того, что миллионы людей по всему миру давно чувствовали. Лиссабон, возможно, вернется к своему обычному ритму после того, как BTS продолжит свой путь, но след, который они оставили, не исчезнет легко. Для фанатов, присутствовавших в тот день, для официальных лиц, пожимавших руки Тэхёну, и для города, ставшего свидетелем этой культурной встречи, этот момент запомнится как время, когда мир стал ближе. В эпоху, когда влияние часто измеряется властью или экономикой, приезд BTS в Португалию напомнил миру об одной простой, но мощной истине: искренность, искусство и эмоциональная связь по-прежнему занимают первостепенное место. И пока Ким Тэхён и BTS продолжают свой путь, спокойный, последовательный и наполненный смыслом, мир, кажется, будет снова и снова останавливаться, чтобы обратить на них внимание. Лиссабон тепло их приветствовал, и мир еще раз подтвердил то, что давно ощущалось: влияние Тэхёна и BTS – это не мимолетная тенденция, а долго движущаяся волна, постоянно развивающаяся, затрагивающая и меняющая наши представления о силе глобальной культуры. В заключение, приезд BTS в Лиссабон был не просто кратким пунктом в маршруте мировых артистов, а знаковым событием. В теплой атмосфере португальских поклонников и официальных почестей от президента и министра культуры мир вновь ясно увидел, как влияние Ким Тэхёна и BTS вышло далеко за рамки простого развлечения. Они прибыли не как символы мимолетной популярности, а как культурная сила, способная объединять эмоции, открывать диалог и оставлять глубокое впечатление, куда бы они ни отправились. Лиссабон стал свидетелем того, что музыка может говорить громче речей, а спокойствие может быть более влиятельным, чем сенсационные прожекторы. Пока BTS уезжали, город, возможно, снова затих, но эхо того дня будет жить в памяти поклонников и в мировой истории о том, как 7 мужчин из Южной Кореи, с Ким Тэхёном в качестве одного из самых ярких ее представителей, изменили представление мира о влиянии, искусстве и человеческих отношениях. История BTS в Лиссабоне не закончилась, когда их кортеж покинул улицы города. Во многом этот момент был лишь началом. Долго после того, как толпа в аэропорту разошлась и официальные встречи завершились, разговоры об их визите продолжали звучать в социальных сетях, кафе, фан-сообществах и на международных новостных платформах. То, что произошло в Португалии, стало чем-то большим, чем просто заголовком. Это стало общим воспоминанием, которое хранят тысячи людей, чувствующих, что они стали свидетелями чего-то редкого и значимого. Для местных фанатов приезд BTS стал личной вехой. Многие следили за группой с первых лет ее дебюта, наблюдая за их путем от небольших сцен до крупнейших мировых арен. Видя, как они идут по Лиссабону, приветствуя фанатов с тихим уважением и искренними улыбками, это долгое путешествие казалось реальным и осязаемым. Некоторые фанаты описывали этот опыт как эмоциональное завершение многолетнего ожидания. Другие видели в этом напоминание о том, что преданность, терпение и вера могут привести к моментам, которые когда-то казались невозможными. Владельцы магазинов рядом с популярными туристическими районами заметили необычные изменения атмосферы. В витринах магазинов появились фиолетовые ленты. В кафе тихо играли песни BTS. Даже люди, незнакомые с К-поп,
начали задавать вопросы. Кто эти артисты? Почему так много молодых людей ими восхищаются? Что отличает эту группу от других? И благодаря этим вопросам незаметно развернулся культурный обмен. Португалия не просто принимала артистов. Она знакомилась с другой культурой, другим языком, другим способом выражения эмоций через музыку. Тем временем международные фанаты наблюдали за происходящим издалека. Прямые трансляции, короткие видеоролики и фотографии быстро распространялись. Хэштеги, связанные с BTS и Лиссабоном, стали популярными во многих регионах. Фанаты в Азии, Америке и других частях Европы чувствовали связь с моментом, несмотря на то, что находились за тысячи километров. Это цифровое единство подчеркнуло одно из самых сильных влияний BTS – их способность создавать ощущение глобального единства без границ. В центре внимания оказался Ким Тэ-хён. Его спокойное поведение, мягкие жесты и тонкие выражения лица стали одними из самых популярных фотографий с визита. Наблюдатели отметили, как в его присутствии гармонично сочетались элегантность и скромность. Он не стремился к вниманию, но внимание естественным образом следовало за ним. Он не повышал голос, но его влияние ощущалось очень сильно. Эта тихая сила стала одной из определяющих характеристик, которую продолжали обсуждать как фанаты, так и СМИ. Во время частных встреч с представителями культуры BTS, как сообщается, говорили о важности ответственности в искусстве. Они подчеркнули, что слава должна использоваться не только для личного успеха, но и как платформа для поощрения позитива, творчества и взаимопонимания. Эта точка зрения нашла сильный отклик у европейских культурных институтов, которые ценят искусство как инструмент социальных связей, а не просто как развлечение. Эксперты в области культурологии позже отметили, что визит BTS в Лиссабон ознаменовал собой сдвиг в восприятии глобального влияния. Традиционно культурная власть исходила в основном из западных стран. Но BTS продемонстрировали, что влияние теперь может двигаться в разных направлениях. Южная Корея, когда-то считавшаяся импортером культуры, превратилась в мощного экспортера музыки, моды и искусства рассказывания историй. И BTS являются одним из самых ярких символов этой трансформации. Для молодого поколения в Португалии это событие имело особое значение. Многие молодые фанаты говорили, что музыка BTS помогала им справляться с одиночеством, академическим давлением, семейными проблемами и личной неуверенностью. Признание группы на национальном уровне дало им чувство значимости. Это показало, что любимая ими музыка не является чем-то второстепенным. Она имеет значение. Их эмоции имеют значение. Их голоса имеют значение. Даже среди более старшей аудитории начало расти любопытство. Родители, сопровождавшие своих детей в аэропорт или на публичные мероприятия, были удивлены уважительным поведением фанатов и позитивной атмосферой, царившей на мероприятии. Некоторые признались, что в тот день их восприятие культуры айдолов изменилось. Они увидели не истерику, а восхищение, основанное на эмоциональной связи и общих ценностях. Пока BTS продолжали свой путь в другие места, Лиссабон оставался символической главой в их глобальной истории. Но и сам город претерпел небольшие, но значимые изменения. На стенах временно появились фрески, созданные фанатами. Уличные музыканты исполняли каверы на песни BTS. Экскурсоводы стали упоминать этот визит как часть недавней культурной истории. Эти тонкие изменения отражают то, как искусство оставляет следы за пределами сцен и стадионов. Для Ким Тэ-хёна лиссабонский момент добавил еще один слой к его личной истории. Известный своей художественной чувствительностью, интересом к фотографии и любовью к классической эстетике, он, казалось, естественным образом соотнес историческую архитектуру Португалии и прибрежные пейзажи с его личностью. Некоторые фанаты предположили, что спокойная атмосфера Лиссабона соответствовала его художественному темпераменту, создавая визуальную гармонию, которая сделала визит еще более запоминающимся. Наблюдатели также отметили, как командная работа BTS оставалась очевидной на протяжении всей поездки. Несмотря на индивидуальную популярность, участники постоянно двигались вместе, поддерживали друг друга и сохраняли единство. Эта коллективная сила является одной из основ их долгосрочного успеха.
Это подкрепляет идею о том, что BTS — это не просто группа отдельных звезд, а сплоченное целое, построенное на доверии и общей цели. Влияние этого визита распространилось и на дипломатические круги. Эксперты по культурной дипломатии отметили, что присутствие BTS способствовало укреплению культурных связей между Южной Кореей и Португалией. Без формальных переговоров или политических речей мост был построен через музыку и взаимное уважение. Этот подход мягкой силы становится все более ценным в современных международных отношениях. Для мирового фандома BTS лиссабонское мероприятие стало напоминанием о том, почему они продолжают поддерживать группу год за годом. Речь шла не только о рейтингах или наградах. Речь шла о моментах, которые кажутся подлинными. Моментах, когда артисты и фанаты объединяются, преодолевая языковые барьеры. Моментах, когда музыка становится общим эмоциональным переживанием. Со временем воспоминания об этом дне начали перерастать в ностальгию. Фанаты пересматривали видео, делились историями и размышляли о том, какие чувства вызвало у них это событие. Некоторые описывали его как один из самых счастливых дней в своей жизни. Другие говорили, что он вдохновил их на осуществление собственных творческих мечтаний. Таким образом, влияние BTS вышло далеко за рамки развлечения и затронуло личную мотивацию. Многие считают, что Лиссабон не станет последним европейским городом, пережившим столь мощный культурный момент. Глобальное путешествие BTS продолжается, и с каждой новой остановкой пишутся новые главы. Однако Лиссабон всегда будет занимать особое место как символ тихого влияния, город, который стал свидетелем того, как спокойное присутствие может создавать долгосрочные волны. В конце концов, что сделало эту историю необыкновенной, так это не роскошные отели, кортежи охраны или официальные церемонии. Это была эмоциональная связь. Это было молчаливое взаимопонимание между артистами и фанатами. Это была общая вера в то, что музыка может быть искренней даже в быстро меняющемся цифровом мире. И поэтому, когда отголоски того дня медленно уходят в историю, одна истина остается ясной. Приезд BTS в Лиссабон был не просто событием. Это было послание. Послание о том, что искусство по-прежнему имеет значение. Что доброта по-прежнему находит отклик. Что подлинная связь по-прежнему обладает силой. Пока Ким Тэхён и BTS продолжают идти своим путем со смирением и целеустремленностью, подобные моменты будут продолжать происходить по всему миру. Города будут приветствовать их. Фанаты будут собираться. И снова мир замирает, не из-за шума, а из-за смысла.